С вами Дмитрий Евсеев, и я продолжаю осваивать винг. Сегодня мой друг Виллу дал мне свою доску. Она в 1,5 раза объемнее моей 33-литровой. Это гонг 48 литров. Гидрофойл и винг прежний, из коллекции Кабрина 2020. Лиши я сегодня прикрепил таким образом. От доски под коленку, а от винга на запястье. Так как я сегодня решил идти на волну, то, как мне кажется, это самый надежный и безопасный способ. Итак, сегодня у меня более объемная доска, 48 литров против 33 в прошлый раз. Поэтому я решил не заходить далеко, а стартовать прямо от берега на глубине, примерно по грудь. Условия для катания сегодня примерно такие же, как и в прошлый раз. Если бы я пошел с кайт-серфбордом на волну, то взял бы 7-метровый кайт. Мой вес 80 килограмм. Переворачиваю 4-метровый винг в стартовое положение и сажусь на доску, как на серфборд. Сразу же отмечаю, что она практически не тонет подо мной. По ощущениям, если на 33-литровой доске ты сидишь словно на шортборде, то 48 литров это будто мини-малибу. Беру винг за ручки, нос доски всплывает, и я начинаю двигаться за счет ветра. Чувствую, что тяги достаточно для старта, поэтому поджимаю ноги под себя и оказываюсь на коленках. Если в прошлый раз я стартовал только правым галсом, так как я гуфи, то сегодня я сразу же решил сделать старт из стойки регуляра, то есть левым галсом. Я чувствовал поддержку как от доски, так и от винга. Делаю несколько пампов вингом, что дает мне дополнительную поддержку. И затем быстро встаю с колен сначала на переднюю ногу и сразу же на заднюю. Несколько интенсивных пампов одновременно ногами и руками, и тут же поднимаю доску в воздух и с легкостью начинаю идти на ветер. Окрыленный быстрым успехом с довольно простым стартом, я сразу же направляюсь на малый риф. Пора начать серфить с вингом. Вот он малый. Блин, сейчас могу упасть. Там на меня идет. О, большая мама. Фу. Слишком в лоб зашел. Сели. Перевернули винг. Взяли за петли, подняли над головой. Так, ветер есть, чувствую, тянет. Садимся на колени. Раз, два, сидим. Начинаем разгоняться. Давай. Мне не хватает чуть-чуть. Давай. Волна. Ух, давай. Вот пошла. Первая нога, вторая и палка. Пошло дело легко. Да, после 33-литровой доски 48 это просто какой-то праздник. Вилла рядом, у него винг 5,5. Сейчас разворот. Поехали. О, не достал. Давай. Едем. Отлично. Переступ. Закопался. Нет. Ну что ж такое? Закопался, блин. Тяги мало. Давай. Пошла. Короче, пока сверху стоишь, все в порядке. Главное, не позволять доске ходить под воду. Делаем еще попыточку захода на малый риф. Сейчас я отлично зашел, выше по ветру оказался. И могу спокойненько слиться под волнишку. Высматриваю волну, пока ничего нету. Небольшие здесь. Блин, ну здесь и ветер слабее. Так, а вон впереди вижу волну. Ага, на нее будем целиться. Вот он, малый риф. Вот ради этого все эти мучения. Чтобы вот здесь покайфовать. Так как я уже довольно опытный фойл-серфер, то на волне тело само знает, что ему делать. Ну и прикатанность к кабриновскому гидрофойлу с площадью переднего крыла 1500 квадратных сантиметров тоже дает о себе знать. И хорошо, что я много на нем покатался с кайтом именно здесь, на малом рифе. С вингом теперь чувствую себя как дома. Ну так это и работает, ребят. Мучаешься. Встаешь, панькаешь, поворачиваешь. Потом заходишь на волну, отпускаешь тягу
и кайфуешь. Так, ладно, еще раз зайду. Дюжи мне это нравится. Поехали. Главное преимущество винга перед кайтом – возможность полностью сбросить тягу на волне. Когда двигаешься на гидрофойле за счет энергии волны, хочется полностью освободиться от ветра. С кайтом, даже с самым дрейфовым, это, к сожалению, до сих пор невозможно. С вингом легко. Да, 120-литровая доска. И вот этот вот негативный момент со старта уйдет 100%. Просто будешь кайфовать. Либо еще накат нужно. Катать, пока этот старт не будет слишком простым. Но пока, конечно, это все учение. Но сегодня намного легче. Доска объемнее, все, дыхание так сильно не сбивается. Пампов меньше надо. Хотя ветер такой, что вчера. Удивительно, как быстро привыкаешь к малому размеру винга. Ближе к закату ветер начал ослабевать, уже даже не было барашков. Я остался совершенно один на воде. Но благодаря объемной доске мне уже не было так сложно стартовать. А когда доска взлетала в воздух, мне уже было достаточно минимального ветра для скольжения на 4-метровом винге. Класс. Это я на внутреннем рифе немножечко катнул сейчас. На внутреннем рифе волна забурлунивается очень лениво. Практически всегда ты там едешь по неломающейся стенке. Кое-где так полого, что приходится пампить. Но это с моим большим гидрофойлом не проблема. Забавно, что ветер скис в итоге полностью. Так что, держа винт за передний баллон, я периодически вынужден был подпампливать его, чтобы он не свалился в воду. Ветра практически нет, а ехать можно. Вообще ветра нет абсолютно. Да мне как это тянуть бы. Я не дотяну. Ветра вообще нет. Фух. Класс. Фух. Короче, кататься можно. Всяко лучше, чем дома сидеть. Конечно, лучше не мучить себя и взять объемную большую доску, чтобы спокойненько на нее становиться и в водоизмещающем режиме делать старт. Это намного проще, чем то, чем я занимаюсь. Спасибо за внимание. Пока.